Всем приветики, друзья! Очередная серия «Будни плетуна» начинается. Плетун, как обычно, что делает плетун? Плетет, конечно. В общем, вот такое у меня тут плетется интересное. Из остатков труб я еще докрутила чуток, чтобы хватило. Вот такая плетеная заготовка. К этой заготовке будет пристраиваться вот такая картонная другая заготовка. Это картон, это не дерево, это картон. Вот в этом видео ссылку здесь оставлю, я показывала, как делаю такой картон. Обязательно смотрите, кто пропустил. Вот с этой стороны светленькая, ну а с этой стороны темненькая. По идее, нужно и эту сторону тоже в темный цвет такой прикрасить. Ну, посмотрим, сделаю попозже. Вот, снимаю мастер-класс. Мастер-класс будет в январе уже. В январе у меня будет отпуск, а вы будете смотреть видосики, которые я заранее готовлю для вас. И еще покажу кусочек. Смотрите, какой аппетитный кусочек. Это я сплела один интересный короб для себя. В общем, обязательно тоже мастер-класс выйдет уже в январе. В январе. Осталась крышка к нему. Чуть позже покажу весь короб. Он прям такой вкусный, такой хорошенький. Простите за мою рабочую лохматость. Отвечу сейчас на часто задаваемый вопрос. Спрашивают, а часто ли я плету? Каждый день или, может быть, там раз в неделю или как-то так. Я плету очень часто, практически каждый день. И вы знаете, у меня даже бывает начинается что-то типа ломки, когда я не плету, ну, допустим, день или два или три, и мне чего-то уже вот не хватает, и я вот просто в такие дни чисто для себя беру что-то там, загибку какую-нибудь потренирую на станочке, или там какой-нибудь маленький магнитик возьму, сплету, или сердечко, что-то в этом роде. Но стараюсь я плести, конечно, каждый день. Единственное, что табу, это в воскресенье никакого плетения, за редким исключением, если у меня там придет вдохновение, какая-нибудь идея, и я начну ее реализовывать. Это бывает редко, но это бывает, и, конечно, я в такие моменты, так сказать, все-таки даю себе волю реализовать то, что я задумала. А иначе это вдохновение просто улетит, и мне потом станет обидно, что ну вот я не использовала случай по назначению. Вот, так что плету я очень часто, и вообще всем, кто хочет научиться плести аккуратно, ровно, красиво, я советую постоянно тренироваться. Вот один раз в день, несколько, ну там, один раз в несколько дней, но все равно. То есть не делать такие большие перерывы в плетении, потому что если идет большой перерыв, там, не знаю, вы сегодня поплели и неделю не плетете, то потом вы возвращаетесь и видите, у вас какой-то такой откат получился, да, как будто все по-новому, я учусь ходить. Вот чтобы такого не было, каждый день по чуть-чуть, но это привносит свой вклад вот в ваше дальнейшее процветание в этом виде творчества. Так, все убрала. Все, конечно, у меня поместилось, но впритык. Я поняла, что короб не такой уж у меня и большой. Хотя, когда плела, я так подумала, зачем мне такой большой короб? В общем, здесь все убралось, и вязание, и ну, сами вот эти вязаные вещи. Бисер даже немного тот, который я использую. Клубочки, их у меня оказалось совсем-то и немного. Тут тоже такой бисер. А еще сюда я убрала то, что я делала раньше. Сейчас покажу. Где-то там. Мои самые памятные, так сказать, предметы. Здесь и первый кулончик из газетных трубочек, с которого началась моя плетеная история. Бусы из бумаги. В общем, поностальгировать я это все храню. Некоторые кулончики, кстати, ношу с удовольствием. До сих пор, представляете, некоторым кулончикам аж 10-11 лет. И ношу с удовольствием. А это то, что в этом пакетике, то, что нужно закончить. Ну, там что-то приделать, бисер там нашить. Ну, в общем, такое всякое. Всякое такое. А вот это у меня в работе. Вот. Все. Не все. Вот так. Вот теперь все. Вот.
Так, с вязанием разобралась. Руки у меня еще дошли до моих цветных карандашей. Навела ревизию, провела и подточила те карандашики, которые у меня самые ходовые. Кстати, точу я их не точилкой, а канцелярским ножом. И карандашики от этого такие смешные получаются. В общем, вот такие вот смешнюлечки, но рисовать ими очень удобно. Хорошо в зимнем лесу. Я сейчас не бегаю, потому что уже такой явный минус. Я решила повременить уже до весны, но прогулки никто не отменял. Гуляю, наслаждаюсь воздухом. Воздух, конечно, вот именно зимой, он очень чистый, ясный. Очень клево. Да, случилась со мной вот такая напасть, но сейчас уже все хорошо. Я уже практически восстановилась, очень хорошо отдохнула. Конечно, за это время я не проводила никаких прямых эфиров, ничего, ни посты не писала, ни видео не снимала. Но сейчас потихонечку все приходит в свой режим. Ну, коротко, вот многие спрашивали, чем коротко, это простуда на фоне усталости. В общем, перетрудилась. Я перетрудилась, сделала необходимые выводы. Вот, и с новыми силами. Вот, собственно, проект, над которым я сейчас работаю. Прям сегодня появилось желание вот реально плести. И я просто уплеталась сейчас. Значит, есть у меня вот такое деревянное донышко. Я его захотела в дело пустить. И будет это дорбаскет для еловых веток. Ой, так темно уже становится, рано у нас. В общем, вышли в лес. Мне нужны еловые ветки для корзины, для фотосессии, ну и вообще. Ищем поваленные деревья, поваленные елки, сосны. Вот нашли одну, сейчас вторую. Я никогда не обдираю живые деревья, конечно. Я всегда нахожу что-то вот такое подобное. Деревце еще живое, оно сломано. Но скоро завянет, конечно. Вот такой букетик собрала. Я думаю, что хватит. Собрала вот такой букетик. Фокус теряется, потому что снежинки, у нас снег падает. Вообще очень-очень красиво в лесу. Но не очень видно это все на камеру. Как бы я ни старалась вам показать. Ну вот как-то так. Зато снежок. Снежок виден. Сегодня снежок. Сегодня хорошо. Морозец небольшой. И запах елочек. А я сейчас занимаюсь тем, что активно готовлю для вас январские мастер-классы по плетению и не только. Дело в том, что если новогодние планы все-таки у меня сбудутся, то в январе у меня вообще не будет возможности снимать для вас мастер-классы, а хочется вас баловать. Поэтому снимаю сейчас. Вот первый пошел, как говорится. В запасе у меня еще 4 нужно смонтировать и выложить. В общем, как-то так. Про новогодние планы я пока вам не буду рассказывать, потому что, как практика показывает, в жизни все может поменяться в одно мгновение, но я очень-очень надеюсь, держу кулачки, что все-таки все планы сбудутся, которые запланированы. Коротко, то, что я планирую встречать Новый год не дома, мы с мужем улетаем на один семинар по энергетическим практикам, вот такое у нас с ним увлечение, но обязательно кусочек своего путешествия я вам покажу в новой серии «Будни плетуна». Я вообще с собой планирую взять что-то для творчества, но опять же буду думать, что взять и лучше, потому что летим мы на самолете, а там некоторые инструменты просто с собой не дадут взять. У нас не будет багажа, только ручная кладь. В общем,
все об этом в следующем видео. Вам все буду показывать, рассказывать. Планирую все-таки за время своего путешествия выйти в эфир на прямую трансляцию. Что получится, не знаю, но планирую. И планирую, конечно, во время путешествия заниматься творчеством, потому что без него уже никак. Вот серьезно, я когда тут болела, слегла, не было сил даже иногда просто порисовать или просто поплести, или просто повязать, но у меня так чесались руки, и от того, что не было сил, я так страдала. В общем, как-то так. Все обязательно вам рассказывать буду, показывать, что в жизни у меня происходит. Кстати, какие у вас планы на Новый год? Делитесь, встречаете ли вы дома или в гости идете к друзьям, родным, или куда-то летите. Обязательно делитесь в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Поделюсь с вами одним моментом. Я сейчас делаю озвучку на вязание кулона. Это видео тоже будет в январе выходить. Вы знаете, это так сложно оказалось. Это вязание, не плетение. Но я постоянно говорю, что плету петельки, плету столбики с накидом, плету столбики без накида. Очень сложно перестроиться. Вот это прям диагноз, наверное. Вообще, я заметила, что очень часто я вместо привычных слов говорю всякие плетеные термины. Например, пойду я плести суп. Или там сплела я себе юбку. Ну, в общем, как-то так. Кстати, в комментариях поделитесь, вот у кого так же бывает. Включила гирлянду для создания новогоднего настроения, повесила плетеные игрушечки. Сейчас готовилась к прямой трансляции, которая будет вечером. Будем рисовать новогодние открыточки. Нарисовала открыточки. И сейчас я делаю озвучку на видео по вязанию. В общем, как-то туго у меня идет это дело. Только что закончила снимать видео о вязаном кулончике. Вот такой кулончик получился. Связала себе 3 вот таких кругляшка. Сделаю из них кулон такой тройной. Озвучку тоже сделала. Сложно для меня, конечно, оказалось снимать такого формата видео, но я просто уже разучилась. Раньше я снимала видео о вязании, знала все вот эти вот термины и забылась, конечно, все вспоминала заново. Но, надеюсь, все в видео понятно. Ой, а еще я вам забыла же показать, как я делала переделку вот этой этажерки. Но я сейчас фоточку вот здесь вставлю, как все выглядело крепление вот этих палок к подносам. Я крепила с помощью бечевки, к сожалению, крепление это оказалось не очень, так сказать, прочным. У меня тут несколько раз Левыч, кот, прыгал на эту этажерку. Он залезает на шкаф наверх, а потом прыгает почему-то оттуда на эту этажерку. Любит он такое дело. И, соответственно, вот это все крепление, которое было у меня с помощью бечевки, оно расшаталось. И, в общем, совсем мне не понравилось, все шаталось. Муж говорит, давай переделывай. В общем, все довольно просто. Бечевку убрала. И вместо бечевки я сделала крепление моими любимыми газетными трубочками. И все очень хорошо держится, прям очень-очень прочно, все вообще прочно. Вот этот поднос у нас используется чаще всего. Ну, я, конечно, сняла подносы, все промыла. Под водой тоже сейчас покажу, ставлю кадр. Вот, потом пролакировала еще раз лаком для пищевых продуктов. Все. И теперь обновленный подносик, обновленная этажерка на своем месте стоит. Может выдержать очень много веса. Ну, конечно, вместимость-то небольшая, да? Сколько вместится, все выдержит. Ну и, соответственно, теперь она не шатается. Конечно, Левыча я от нее берегу. Еще одна переделка у меня. Это короб. Был с ручками. А станет без ручек. Потому что ручки стали не нужны. И я их
удаляю. Это не так еще просто сделать. Кто-то спрашивал, крепкие ли ручки? Ой, какие крепкие. Так прям сразу и не вытащишь. Ой. Придется все разрезать, все это крепление. И вот тогда можно достать. Крепление трубочками очень крепкое получается. Все, готово. Никакого кощунства, вы не думайте. Просто этот короб я изначально вообще плела сюда, а потом что-то меня торкнуло, я придела к нему ручки, и он использовался на столе у мужа. Но потом все-таки я поняла, что ему это не особо-то и надо, поэтому я убрала ручки и вставила этот короб сюда. Вот прям он вписался сюда как надо. Вот, так что все на своем месте теперь. Ручки, соответственно, я сохранила. Можно на другой короб я их и приделаю. Сейчас у меня вот на моем уголке такой порядок. Короб для вязания, корзина с елочными веточками, но я ее на стену повешу. Вот этот короб. Тут корзиночка другая. В общем, все как надо. Уголок рукодельницы такой у меня. А еще вам покажу бычок палисандр у меня здесь по мастер-классу Светочки Булгаковой. У нас, кстати, по нему снимался совместный мастер-класс. Ссылка в описании будет. Магнит коровка. А еще мне прислала художница рисунок Левыча. Наташечка. Корнилова Наташечка, привет тебе большой, если будешь смотреть. Он у меня вот здесь, всегда на виду. Только что отвела прямую трансляцию, сегодня порисовали очень чудно, посидели, порисовали вот такие новогодние открыточки. Очень легко эти открыточки рисуются, сможет любой начинающий ребенок, и даже тот, кто вообще не брал ни разу кисть с красками в руки. Я очень надеюсь, что эфир был полезен. Кому интересно, ссылку на эфир я оставлю в описании под этим видео. А здесь вот эти открыточки, которые я рисовала еще до трансляции, тренировалась. Сейчас буду убирать рабочее место. Я сегодня не слишком тут насвинячила, так что убирать мало чего. И отдыхать, конечно. 11 утра, вот вроде бы светло, но когда начинаешь фотографировать или снимать видео, такого света явно не хватает. Прям темно-темно. Конечно, можно включить дополнительные лампы, но естественное освещение при съемке, при фотографировании – это самый, конечно, лучший вариант. Придется подождать пару часиков, может, станет светлее. Кстати, у меня зацвела орхидейка. Эту бедную орхидейку Левыч постоянно грызет. Причем он отгрыз тут цветочек, но она все равно цветет, радует глаз. Вообще я хотела доснять кадры по плетению вот этой вот баночки и ее пофотографировать. Также еще устроить фотосессию хотела вот этим колокольчиком. Ой, мы их плели на прямой трансляции. Но такая прелесть получилась. Вы только посмотрите. Мне они очень-очень понравились. Тут мы еще пробовали две разные объемные загибки. Я обязательно ссылку на трансляцию по их плетению оставлю в описании. Обязательно смотрите, плетите в удовольствие. Вот. Придется отложить фотосессию до лучших светлых времен. Ой, кстати, еще вы уже, наверное, посмотрите этот мастер-класс по созданию вот такой звездочки. Вот еще одна такая темная звездочка. Я вообще планирую вот эту темную оставить здесь, а вот эту светлую повесить на входную дверь. Что, собственно, сейчас и сделаю. Повесила звездочку на входную дверь. Здесь у нас еще снежинки наверху. Внизу уже нет снежинок, надо добавить. Вешала звездочку я на нитку. Вот так ее подвесила через верх двери. И здесь она у меня крепится. Вот где глазок. Вы можете видеть эту ниточку.
Тут еще украшение у нас висит. Вот так получилось. Как вам? Напишите, нравится? Вешайте на входные двери что-нибудь из украшений. Поделитесь в комментариях. Дел очень много, хочется успеть до отъезда все сделать. Максимально все, потому что я тут узнала фишку, что там не будет нормального интернета, где я буду отдыхать. И выкладывать видео, выходить на связь вот в таком режиме, в котором сейчас это происходит, будет просто невозможно. Поэтому хочется все сделать по максимуму, чтобы все было настроено, запланировано уже заранее. Сегодня закрытая трансляция для спонсоров в 6 часов вечера. Готовлюсь. Будем тренировать, разбирать загибку коса. Буду ее плести вот на таком донышке. И я тут подумала, чего зря добру пропадать. В общем, подготовлю это донышко, что-нибудь на нем нарисую и сделаю загибку косы. Будет такое интересное изделие, интересное панно. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, пейзаж будет в морской тематике, потому что трубочки для загибки у меня голубовато-бирюзовые, что-то в этом роде. Грунтую, вот кто не смотрит мои видео, я повторю, эмалью акриловой для радиаторов. Это практически то же, что и белая акриловая краска, белила титановые. Ну, а рисовать буду акриловыми красками. Вот я тут уже подготовила. Параллельно, кстати, я снимаю видео. У меня тут бардак на столе. Видео на январь. Вот такой пейзажик буквально на скорую руку получился. Волны, море. Так, я включила горячую воду. И сейчас буду купать трубочки прямо под краном в горячей воде. Причем, чтобы водичка еще и в трубочке внутрь заходила. Вот так вот купаю, купаю. Они у меня, в принципе, не сухие, не дубовые, но они уже на грани. Поэтому я лучше их вот так размочу. Потом, если что, подсушу чуток до кондиции. Все, достаточно. Сейчас буду их оставлю буквально на немножко. Они чуть-чуть подразмокнут и в пакет. Ну все, буквально 10 минут они просто полежали у меня, и я их убрала в пакет. В пакете они будут у меня доводиться до кондиции. Если что, я подсушу кончики. Но так как мы сегодня загибку плетем, то в принципе кончики можно не подсушивать. Единственное, что у некоторых трубочек, которые просто будут использоваться в наращивании. Так, здесь еще я параллельно снимаю видео о том, куда можно применить остатки трубочек. Но это уже в январе вы увидите мою идею, мою задумку. Надеюсь, она вам понравится. Отвела закрытую трансляцию для спонсоров. Показываю, что у меня получилось после плетения загибки. Вот такое небольшое панно. Как вам нравится? Трубочки меня чуток подвели. Они очень быстро высыхали, появлялись такие заломчики. Но результат мне все равно нравится. 9:30 утра сейчас, еще темно, но скоро посветлеет, конечно. Иду на почту отправлять посылочку одному замечательному, чудесному человечку. И на этом буду заканчивать будни плетуна, эту серию. Много уже наснимала, вам рассказала. Начинаю снимать новую. Так что ждите обязательно. Всем пока-пока, с наступающим!